Никит, спасибо большое за выступление, очень интересное, очень эмоциональное. Зал был очень в восторге. Никит, ну для тех, кто пропустил, какие вот инсайты можешь дать, какие советы? Главные инсайды, которые звучат не только от меня, но и от других спикеров, что в любой непонятной ситуации надо стремиться, во-первых, в онлайн, во-вторых, к медийности. Знаешь, это вот когда диджитал-маркетинг только зарождался, к нам приходили клиенты, и они говорили фразу из категории «У нас проблема». Какая проблема? У нас есть бизнес! Я говорю, и что делать? Проблема бизнеса решалась тем, что появлялся сайт, и через сайт продвигался бизнес. Потом, когда сайт стали у всех, приходили бизнесы, приходили с следующим вопросом. Никит, у нас проблема, у нас есть сайт, что дальше? Что дальше? Идите в соцсети. Теперь у людей новая стадия, Никит, у нас проблема, у нас есть соцсети, что дальше? И как раз люди даже понимают, что сделал сайт, не, красавчик, конечно, соцсети, красавчик, конечно. Надо это все дело вести, и вот как раз то, к чему я призываю людей в всех своих выступлениях, в любой непонятной ситуации, ребята, стремитесь к медийности, показывайте себя, потому что если вы сами себя не будете любить прославлять, вас никто никогда не будет любить прославлять. Как раз сколько я видел спикеров, все, в общем-то, как раз направляют людей на это. Никит, если вот очень хорошо сказал про elevator speech, да, как примеры, можешь привести свой elevator speech, как раз 30-секундный elevator speech, свой привычки. Ребят, всем привет! Меня зовут Прохоров Никит, я главный в России эксперт по управлению репутацией в сети. У меня 2 российские компании и 1 гонконгская. И мы делаем репутацию, красивое медийное окружение любым брендом, любого масштаба, в любой стране мира, на любом языке. Наша компания в прошлом году уже провела первый раунд инвестиций, в этом году у нас второй раунд инвестиций. Хотя проект был запущен всего 7 лет назад, с 2 человек, 2 ноутбуков начинался, а это уже мировая компания с оценкой в десятки миллионов долларов. И вы можете добиться того же. В любой презентации главное это на самом деле что? Ярко начать и ярко закончить. Потому что в середине люди, скорее всего, забудут детали, но они запомнят какую-то классную эмоцию. Поэтому я всем призываю, и всех призываю, придумайте про себя, вспомните или найдите что-то необычное из вашей биографии, что кажется, что вам самим кажется банальным, для людей это будет вау-эффект. Начинайте с этого и завершайте тоже классным эффектом. Даже потому что если у вас, например, скучный проект в скучной нише, можно просто задавить эмоциями. Побеждает не тот бизнес, у которого самый классный проект, побеждает тот бизнес, кто может ярко себя предложить. Ну, камон, ребят. iPhone не был первым сенсорным телефоном. Tesla не была первым электрокаром. Но Стив Джобс смог доказать, ребята, что это iPhone, и он должен быть у каждого яркого человека. Все скупили айфоны. То же самое Илон Маск сказал, что Tesla это вот ты не такой, как все, ты заботишься о природе. Ведь они не были новаторами в нише, но они круто продвинули, дали людям идеи. Вот надо каждому теперь найти что-то интересное и какую-то классную идею в его проекте. Да, класс. Какие, Никит, можешь привести примеры из своей собственной компании? Ну смотри, вот когда мы только начинали, мы вообще сами придумали эту нишу по управлению репутацией в сети. Это сейчас мы работаем там больше половины топ-100 брендов России. А когда мы только начинали, было просто диджитал-агентство. И у нас была идея, вот, управление репутацией, как это продать. И мы как раз решили масштабироваться от всех, мы будем продвигаться без контекста, без таргета, без рекламы. Мы будем выступать на мероприятиях. Это там отдельная история, как я стал спикером, который позже стал брать большие гонорары за выступления. Но изначально началось с того, что мы не такие, как все. Мы будем ярко выступать на сцене. Начали ярко выступать на сцене. Появились другие спикеры, начали плагиатить. Следующий шаг. Мы будем не просто спикером, мы замутим свою конференцию. Назвали ее «Пекло», первый же годный конференц лидеров ОРМ. Пусть к нам приходит конкуренция, просится. Конференций стало в какой-то момент очень много. Мы написали книгу, потом вторую, потом третью. Но ведь много кто книги пишет, даже здесь у спикеров есть книги. И опять, как выделиться? Такой, ничего, я напишу книгу и заявлю ее на международный конкурс. И заявили книгу на конкурс PricewaterhouseCoopers. И она там, соответственно, выиграла. Мы топ-3 бизнес-авторов России по версии PricewaterhouseCoopers. И это опять вау-эффект. То же самое, любой проект можно сказать для себя что-то, для себя что-то, для себя. Тут выступал бренд бургеров, они придумали черные перчатки, и долгое время они отличались, поэтому конкуренты сперли эту идею. Ну, надо что-то для следующего придумать. То же самое, вот конференция. Ей можно придумать необычный дизайн, необычное название, пригласить туда максимально странных спикеров, или провести конференцию в стрип-баре каком-нибудь, в стрип-крутом стрипушнике, и это, соответственно, тоже будет вау-эффект, почему бы нет. В любой ситуации всегда можно найти что-то, как выделиться. Есть вообще такое понятие, как взрывной пиар и вирусный маркетинг. Как раз искусство хайповать на существующих медиаповодах или придумывать свой медиаповод. Например, компания может придумать себе необычную какую-нибудь вакансию. Один отель, они придумали вакансию, у них была вакансия про оттаптывальщика тропинок. И об этом писали в СМИ. То же самое я видел одну компанию, у них была вакансия секретарь для ждуна, когда ждун был трендовый.
пожалуйста. Или сеть заправок в Москве, у них был кофе, вот везде капучино, был кофе Русиана. Они типа такие патриоты. И об этом тоже писали СМИ. Люди приходили, брали кофе просто по приколу. Блин, я взял Русиана и давай историю с этим пилить. Поэтому любой бренд должен найти как-то вот что-то, какую-то свою такую изюминку. Ну, то же самое даже, как я, как спикер. Я считаю, что самое страшное, что может быть со спикером, когда спикер стоит за кафедру, тум-тум, добрый день, я хочу сказать, все, это полная хрень. Никому это будет неинтересно. Надо давать людям эмоцию, заряд эмоций. И, собственно, я даже вот выдергивал девушку на сцену, чтобы она сама себя презентовала. Я показал людям, что ярко выступать это не страшно. И, ребят, страх медийности — это абсолютно придуманная вещь, как люди себе придумали для того, чтобы вообще ничего не делать. Да, согласен. Ну, по поводу интересных тоже моментов трендов, да, просто немножко про это говорили, Да. в принципе, сейчас тоже говорил. Как думаешь, если будет прогноз, какие будут тренды в ближайшее время? В любой импровизации тренд всегда сейчас будет один. Это развитие клиповости мышления. Это, скажем так, люди, кстати, способны воспринимать только короткую информацию, короткую. Вот на этом TikTok как раз сейчас и побеждает. Что, чуваки, не смотрите YouTube, не читайте статьи. Вот вам 30 секунд, 40 секунд, минуточка вам видео. И людям это прикольно. Короткое. И это неизбежно, и это неплохо. Потому что я вижу, какая сейчас молодежь в институтах, какая молодежь в бизнес-школе, даже какие ко мне приходят стажеры. Они другие, и они классные. У них вот эти телефоны изначально к руке там пришиты, прирощены, они быстро находят информацию, находят аналоги, находят идеи креативные в других странах, там на невероятно каких-то абсолютных языках. Они заточены и мощно на то, что их клиповость мышления, способность на эту короткую информацию, она их адаптирует к тому, что они способны очень быстро находить любую информацию. И побеждать всегда будут сейчас те бренды, кто может дать людям максимально простую, короткую, понятную информацию. И стремитесь к этому. Интересно. А по поводу тренда в туризме. Если Да. какой-то сейчас тренд в туризме, наверное, будет тренд локальный больше, потому что Да. тренд закрыт, да? Знаешь, Что скажу вы так, думаете? вот сейчас есть тренд на внутрироссийский бизнес. И вот я сам, пока это была пандемия, хоть у меня есть карточка ОПЕК, я могу путешествовать вообще по всей Азии. Ну, как-то я подался общему тренду, я побывал за полярным кругом в Тереберке, на Кавказе, на Эльбрусе, в новгородских лесах, в деревне Новая Шамохта. Я не знаю, что вообще это место на карте есть. И, собственно, это же можно делать и для иностранцев. Привозить их в Россию и показываем: ребята, англичане, американцы, смотрите, какая классная вещь. У нас тут деревни, Дон, Волга, охота, рыбалка, огонь. И как раз вот, возможно, на этом могут продвигаться и журналы, и туристические продукты, и туристические мишки, English Magazine, образовательный журнал. И англичанам пусть его читают, и россияне пусть читают англоязычные журналы, продвигаются. Кстати, я считаю, что очень полезная вещь англоязычный журнал в России, потому что так получилось, что я 17 лет сам в Штатах жил и работал на американскую нефтегазовую корпорацию, началась моя карьера. Я когда приехал, я первый понял, я не знаю английского, он какой-то там другой, и я учил английский, сам читая англоязычные журналы и смотря англоязычные сериалы. Я секретный материал просмотрел. И когда я вот только англоязычная информация, так, неделя, 2-3, где-то на 3-й месяц, вау, свободно по-английски заговорил, огонь. Поэтому как раз один из трендов — это надо создавать хорошие англоязычные смешечки и журналы. Это будет тоже полезно. Да, кажется, особенно журнал, то, что статьи с правильным переводом Да. и на английском, и на русском языке. Статьи можно найти. Ребята, зачекайте и найдите этот журнал. Рекомендую. Да, это точно. Да, и с правильным переводом и на русском языке, и на английском языке Огонь. выделяем слова, глоссарием, получается. Такая рабочая тетрадь тоже есть в центре именно. И как раз таки блог Ага. по Москве, от Москвы до Владивостока, как раз таки очень крутые блогеры ездили даже на джипе Кстати, и побывали. хочу сказать, вот, что я сейчас вижу. Мгм. Вот это пример контента, который адаптирован для современной молодежи. Короткие тексты. Вот, ребята, находите правильные смешки. Есть сейчас же отдельный тип восприятия новый выделяют. Раньше были там аудиалы, визуалы, а сейчас есть дигиталы. Это те люди, которые любят структурированный, правильный контент в формате списков. И я считаю, что это максимально правильно, потому что так мы не будем засорять ум людей лишней информацией, только то, что им реально нужно и то, что реально полезно. Поэтому правильный формат статьи. Да, да, это точно. Спасибо. Может, какие-то еще рекомендации есть для пожелания и для тех, кто вот есть бизнес-аудитория журнала, да, кто Да. читает его, какие-то вот направления еще действия? Направление действия. Если у вас есть Инстаграм, и вы считаете, что Инстаграм — это ваше личное, и вы там постите фотки обеда и котов, бизнеса не будет. Инстаграм и соцсети — это давно уже не наша личная трибуна.
Инстаграм соцсети — это трибуна нашего личного бренда, и вы должны думать о том, что он для других, он рупор вашего бизнеса. Это раз. И если вы считаете, что у вас нет крутого видеоконтента, вы поэтому не будете делать YouTube-канал, опять провал. Делайте хоть какой-то контент. Не профессиональный хреновый контент, а лучше, чем его полное отсутствие. Всегда вы найдете свою аудиторию. Ну и в любой непонятной ситуации проситесь или автором журнала, или спикером на конференции, потому что это сразу большой удар по вашей медийности. С вами был Прохоров Никита, Да. Шерлайк Репост. Да, спасибо.